Что там, оператор? Ослепительно? А, слышишь? Оранжево. Друзья, всем привет, с вами Ферганский Липован. Эх ты, друзьяки, что вы нам были здоровы. Маратик, салют. Не Ферганский, а Липованский Липован, одесский Липован. Сегодня мы с Маратом будем готовить что? Марат, говори давай твой рецепт. Какой это уже по счету он? Это ферганский плов сегодня у нас будет, очень вкусный, с прикольного риса. Где Да, он, так я его спрятал, Марат, елки-палки. Его в Одессе еще пошукать надо, но теперь уже, ребята, вы знаете из предыдущего видео, где на привозе такие хороший Только рис. что спрятал, слышите? Смотри, в казане. Ох. вот такого цвета, этот рис называется девзира. Я работал с таким рисом, правда, немного. Это у нас ферганский рис. Вообще девзира очень славится киргизская. Там есть Узген, по-моему, город такой. И там очень хороший рис. Вот с ним я работал. С этим буду работать первый раз. Но надеюсь, что у нас все получится. Там Марат будет еще даже лучше, потому что мы готовим где в Одессе маме. Елки-палки, а тут по-другому не можно. Так, с нас хорошее настроение. Рецепт не обещаю. Но если ты внимательный, таки сиди, черкай и запоминай. Так, что, Маратик, есть? Вчера мы здесь готовили мидии. Да. Короче, эта штука, очаг, вещь незаменимая, показалась в сковородке. То, что доктор прописал. Сейчас будем, казан мы еще в нее не всовывали, да? Да, первый раз. Что, я начинаю дымить? Начинай дымить. Что у нас здесь сегодня, покажи. Ой, Все как всегда. И вообще... курдюк, Катюня. Мой Сегодня любимый. будет курдюк. А вы уже нарезали? А мы уже все подготовили, чтобы не растягивать наши видео, потому что люди говорят, почему такие длинные. Ну, говорят некоторые. Основная масса говорит, Липован, сделай такие еще немножко А тут подлиннее. натюрморт сделали, елки-палки. Пару слов Смотри. скажу. Ага, И весы работают, ты понял? Ребята, А ну, давай. вообще чаще всего, конечно, делают с баранины. Но у нас сегодня на привозе случился вот такой вот шикарный антрикотный кусочек мяса на 5 килограмм. Поэтому будет сегодня с говядиной. Но прекрасное мясо, шикарное. Да, великолепно. Нарезается оно немножко меньше, чем мы обычно нарезаем кусочки. Такая помельче нарезка идет на это. Ай, порционно удобно. Да. Так, Сколько у нас должно сегодня быть буря в получиться Одессе. готового Шо? продукта, Марат? Ой, на выходе. Да. Вообще этот рис очень любит воду, очень любит зирвак. Он медленнее готовится, но впитывает в себя намного больше и будет тяжелее и крупнее, чем, например, лазер, с которого мы постоянно готовим. Нет, конечно. Смотрите, ребята, хотите, можете поучаствовать, все нормально. У нас уже потихонечку аудитория собирается. И из 4 килограмм риса получится почти 11 килограмм. То есть мы накормим сегодня наконец людей, да? Плюс 5 килограмм мяса, плюс 5 килограмм морковки. Нарезана она у нас по-разному. Я вам объясню потом, как мы ее будем потихоньку. Марат, держи немножко интригу. Сколько наговорил, что, короче. Поехали. Опять напихал туда всего. Не всего, а то, что не надо. Ну, еще и дрова. Горит? Горит. Волнуется сегодня Одесса мама, да? Ветерок. Такой хороший прямо. На море там вообще, наверное, мама дорогая, что происходит? Катюша, как красиво, боже мой. Как в лесу. Маратик, что там быстренько по технологии? Если раньше мы жарили сразу цибулю, потом немножко Наоборот. курдючок. Наоборот, мясо жарили, а у нас сегодня пойдет первым лук после Ай, курдючка. договорились. Что? С элементами тополиного пуха чуть-чуть? Да. Ну а что ты поделаешь? Он горит. Нормалек. Труба дымит? Нет еще. Непорядок. Ну подожди. Да всё А будет ты там нормально. тягу не забыл Щас- открыть? Не, я тягу не забыл. Сейчас должен быть шикардос. Елки-палки. Потихонечку. Катюшка, извини, сегодня дым в нашу сторону. Ну, может, что-то поменяется. Рассказывай, Марат, что делаем? Не с масла начинаем? Мы сегодня немножко хочу растопить курдюк очень медленно, так плавно, чтобы из него вышло больше жира, потому что водички немножко дают, потому что у нас сегодня не баранина, а телятина, и хочется, чтобы все-таки был немножко привкус барашка. Ничего себе, ты как бульон уже готовишь. Сейчас вода испарится, когда начнется медленное томление. Это то, что нам сегодня надо от этого курдючка. Ага, никакой дерзости, никакой Марат жесткости. прям кудесник, да? Ну так правильно говорят, что Бог плова? Какой там Бог. Вот я тоже говорю. Все нормально, ребята, всем интересные, так что, чтобы вы нам были здоровы.
А с нас для вас такие вкуснятины по-любому. У нас, хочешь не хочешь, а уже традиция такая образовалась. Каждую субботу-воскресенье что-то мы чебучим. А имеючи такую штуку, такой очаг, так мы теперь еще и по понедельникам что-то будем делать. Чтобы я вас не снимал. Фу! Все нормально. Катюня, что? Накурила? Ну подожди, сейчас. Да кошмар как. Даже подходить к вам не хочу. Ну извини, ветер не в ту сторону. Вчера был ветер в другую сторону. Что ты поделаешь? Давай я подойду. Да, это хочется показать. Смотри, Марат, ты был прав. Как выпаривается вода и нежно вступает в работу курдюк. Он уже как раз подплавится в водичке и потом не будет сильно сгорать. Ты шумовку это уже выгулил? Ага. Ты что, на пол казана? Как взял 2 порции сразу, ляпнул? У нас и тарелок таких нет. А не тяжело ей? Работать? Это ж ты подарила. Это, Ну, я знаю, это но она Это тяжелая. в принципе не может быть тяжело, если ты подарила. Ага. Почаще дари что-то потяжелее. Там, ножи вот такие. Ладно, ладно. Что, заглянуть? Да все, сейчас пойдем. Ой, все, нормалек. А. Слушай, ветер успокоился, и дым мы угомоним. Ну. Не работает. Ух ты. Шкварочки ты сделал сегодня богатейшие просто. А вот чтобы они медленно, нам нужно побольше жира, чтобы с них вытопилось, потому что этот рис очень любит зирвак. И масла будет еще добавляться много. Прям мэджи какой-то. Вот только вода ушла и сразу начала наполняться обратно жиром. Ну да. Хороший лайфхак. Достаем, Марат? Да, достаем. Сейчас это с лучком посолить, с лепешечкой. То, что надо, да? Еще и если рюмочку. Вообще шикардос. И туда лук? Сейчас масло сначала добавим. Плов любит много масла, поэтому примерно из расчета 250-300 грамм На килограмм? на килограмм риса, да. Так, по-богатому. Так, мы добавили много масла, я рассказал. Все, я рис замочил, все как ты любишь. 4 ложки соли пересыпал, водичка 60 градусов, воды налил богато, так что... Отчитывается. Че, я рассказываю, советуюсь. Лучок сейчас немножко дадим. Эх ты, классика жанра. Масла, видите, ребят, много, потому что этот рис любит жирный зирвак, хороший зирвак, чтобы был. А тут не надо долго рассказывать, люди придут, такие сами проверят. Да. Что, мы сейчас часов 12, да? Начали, часа в 3 будет готов. Катюня, вот для чего нужен столик, бач? Какой лук красивый. Марат, вот ты красиво пожарил, конечно. На самом И деле. лук, и этот одного цвета, да? Угу. Видишь, дырки большие, проскакивает эта мелочь. Это навар, Остав, есть еще и маленький. Так, что, ну теперь здесь надо по процедуре. Сейчас у нас я попытаюсь в 2 захода это сделать. Ой, расплавил, смотри. Это ты не говори. Давай, это выкидывай, теперь давай. Половина лука сейчас бахнет. Так, морковку пока в сторону, да? Она нам не нужна. Ножики, до свидания. А здесь начинается вот то, за что говорят люди, что ты волшебник. Примерно половина лука, ребят. Кладем. Ох, и мешать надо? Надо.
все время причем, почти. О, ты что, так это мой любимый рецепт плова. Там, где надо все время мешать. Будьте привет. Бучи, привет. Привет, Бути. Это с Польши. Ребята, мира вам. Не, Красиво как, да? хорошая шумовка. Просто песня. Дай чуть-чуть ей полежать, дай, не мешай прям все время. Ну, часто, каждые там Всё. 15-20 Ну, ты что знаешь, что я люблю? Всегда мешать. Мясо половину сразу бахнем, да? Попробуем, да. Давай попробуем, может, сказать такую, что можно уже пробовать, не стесняться. Вариант такой, от цвета лука будет зависеть цвет плова. А я думал, от риса. Потому что я его когда замачивал, там вода аж краснючая такая, понял? Она уйдет немножко, он будет такой бледненький. Ага. Это что справа Серега. Суперповар. Это что справа? Да тут два встретились. О, мадам, здрасте, я вас не видел. Ёшкин кот, какая вы красивая. Обалдеть. А, прямо в лук мясо? Да. О, вон Это что. ферганский плов. Это не узбекский свадебный Мы сладкий. будем сейчас его сначала вот так по краям ложить, чтобы лук у нас оказался в середине. Ой. Да, Муки. Мурка, вот повезло, Повезло. тебе, такой шмат вывалился. Маратик, а может на столик вот сюда все-таки, знаешь, для чего нужен? Катюня, делаем красивую рокировочку. Опача. Окружают лук. И пока мы его немножко не будем трогать. Мясо. Договор. Температура у нас шикарная. Кстати, Слушай, половинка влазит аж бегом. Я так понимаю, мы эту процедуру повторим 2 раза, да? да. Это сейчас все достанем, когда Да, будет готово. Да. Класс. Тяга у нас там открыта, да? Та тяга там, будь здоров, Марат. Чуть-чуть накидал и дальше регулируешь. О, все, немножко. Так, чисто для дыму. Что, я могу помешать? Конечно. Прямо вместе с луком уже можешь перемешивать. Ой-ой-ой. Тихо, цветочки. Если жучки, Такие на природе, но жучки еще вкуснее будет. думаешь? Да нет, жучки не подлетают, это вот листики неконтролируемо могут падать. Так, любовь моя, чтобы я тебя не заляпал в масло. Серега. Что у тебя такое? О, Марат, смотри. Гибакик, оператор. Ох, чтоб вы были здоровы. Можно это вынести, а? Ой. Ну, ребята, всем мира и добра. И влазит же в тебя. Молодец. Приятного аппетита, кушай, кушай. Шкварки? Ой, мне... Ну съешь Я, кусочек. наверное, тоже сейчас хочу. Угощайся. Прекрасно все у нас. Сильно зажаривать не надо, вот до такого состояния. И лук то, что надо, получился. Красота. Как это? О, мой великий Волька, слушаюсь и повинуюсь. Марат, такие Волька вы еще не были. Так, наша песня хороша, начиная сначала. Ребята, процедуру повторяем, потому что мяса у нас много. За 2 раза делаем то же самое. Теперь я ваши затылки все время снимаю, товарищи. А потому что Фурика Каталина Маршал, ты что спереди, что сзади, очень таки интересный человек получаешься. Очень интересные затылки, да? Я тебя говорил, что Алина мне штаны шьет такие, что в Одессе ни у кого не будет, только у меня. Шкеты. Какие шкеты? Ты. Шкеты. Штиблеты. Ну, штиблеты у тебя отменные, очередные. Классные. Влад просто молодец. Глэдбэк. Как он говорит там, да, и нога выровнялась, и позвоночник перестал болеть. А что-то я не заметила, Сережка. Что? Или ты придуриваешься, или... Ну, ходить очень удобно. Стиль Что вы, такой. мадам, любя несете, хотел спросить. Ортопедическая любовь. Он все время говорит, называется. ой, что-то поясничку прихватило у меня. Ну так а что ты, он таскает тут гуманитарку по 100 килограмм мешок. А она говорит, что люблю тебя, понял? Ага. По вечерам, когда я ноги массирую. Давай, я тебе припомню.
Так, Сережка, давай, ускорься, Марат, я очень быстро. чтобы лук не перегорел. Давай. Что вы там делаете? Зиру достаем. Добываете? Марат же без зиры спать не ложится он себе. Слушай, плов без жиры это неплохо. Так, зира тебе есть. Скажи, что уже готово? Да, Вторая партия. да. Да, посмотри на цвет лука, вот такой вот он должен Я быть. смотрю, Марат, учусь и запоминаю. Ага. Все, цвет Хорошую запомнил. змею. Зиру добавили. Морковка, которая крупнокалиберная, да? Да, морковка, которая крупно порезана у нас. Катюшка, отойди, не мешай солить. Тогда сам снимай. Я сам учусь. Ты снимаешь? Прям вся морковка крупная. Ого, Ага. Марат. Высыпай, подожди. стой. Это я так обычно говорю. Марат. Ну ты поняла, почему я так говорю? Еще зиры. Еще зиры. Теперь пошло мясо. Вот так слоем Сейчас Серега все равно будет это все перемешивать. будет, да? Да, пусть Вы ему полежит позволите, да? немножко. Огонь, ребят, сильный в это время должен быть. Я уже закинул туда 2 деревяшки хорошие. Такие буратино будут работать часа пол, наверное, без остановки. Эта морковка, эта часть морковки должна у нас прожариться. Кроме того, что она будет потом тушиться. Отмешать? Дай постоять немножко. Дай чуть-чуть морковки так вот напитаться немножко. Умаялся. Ну я хоть разровняю. Ага. Кто там умаялся? Малыш. Лёг. Катюня наш? Катюня наш. Ну не буду трогать, а то мы его тут все спасали, чтобы он никуда не влез. Еще посолить, Марат? Да. Что-то мне кажется, что у вас опять маловат казан. Нормально, нормально. Вы уверены? Я не Не, уверена. Марат сказал, что ты видишь, у нас мясо 5 килограмм, а риса 4. Ага, Потому что огурку этот вы Но рис куда? наберет как 5. рис наберет как 5. Этот рис такой бацматый. А горку вы куда делать будете? Значит, будет без горки опять. Зато много людей. Зато попробует. хватит, да? Так, мешай, Сереж. Что ты? Ура! Ну я прям вовремя тебе эту шумовку привезла. Катюшка, прямо да. Правда? Ага. Ага. Поехала за меркой, звонит мне. Я тебе там на вайбер скинула, посмотри. А я смотрю на фотографии, понял, ну такая себе такая. Я говорю, спроси у ребят, какой размер. А когда она мне сказала размер, я говорю, бери, у нас такой в доме нет. Ай, зачетно мешает. Казан зачетно жарит. Очаг толково дает огонь. Слушай, все. Сталики, сложилось. сталики, ханкиши, ли вы пойду. Правильно? Куда ты пойдешь? Начинай книгу писать. Все. Куда, Не, Марат? писать у меня оператор. Старики Хакиншиевы. Вот, Хакиншиева, я это имел в виду. Там, говорят, тоже человек плов неплохо готовит. Ты сначала выговаривать научись. Сталики. Давай, Сережка, давай. То ты, я смотрю, настраиваешь руку вот эту, крутить свою. Я хотел сказать, не забудь поперчить, елки-палки. Таня, не трогайте, он спать лег. Танечка, мы его еле угомонили. Это его вторая мама. Где, ушла она? Да. А что ты не одела этот костюм моряцкий? Забрала такой, что Игорь такую фламку принес. Какой Игорь? Наш Игорек. Он же помимо того, что хороший официант, так еще и неплохой моряк, оказывается. Да? Там с нашивками, со всей ерундой. Я думал повесить на самое видное место. Ну. Таня говорит, Александрович, дай поносить немножко, повышивать. Так что должна одеть. Рыжая морячка. Ах ты бестия морей. Так, морковка должна пройти обработку маслом без воды. Все. Помешал. Морковочка потихонечку уже становится гибкая. Так, Маратик я мешаю. Из того, что я понял, ферганский плов, в этом и есть его одно из отличий, да? Что морковку Да. не слоями, а вот так вот надо помешивать. Да, да, абсолютно точно. Все, крупная есть, она уже Как вы это все масличком. помните, Марат? Теперь пошла мелкая. Ого, у нас морковки тоже 5 килограмм, кстати. Так, часть потом еще просто в зирвак держится. Эту можно тоже мешать. Сейчас я ее разровняю чуть-чуть, да. аккуратненько. Сладкая, хорошая? Попробуй. И что? Ничего, Ничего, это что? хорошая. А, вот. Вкусная, вкусная морковь. Ничего хорошее. Сочная.
Там мне еще изюмчик остался, порожненек. Добавим? Вообще по классике не идет, но мы добавим. Ферганцы, вы не против? Там, если что, пишите комментарии, скажите, ну, подсказывайте нам, потому что Марат тоже, помимо того, что умеет, так он еще тоже учится. Да. Неправильно ты сказал. И экспериментируем. Шо? Вот, Марат всегда экспериментирует, понятно? Всё, минут 10-15 мы потушили это, ну, пожарили даже И правильно. раза 3 где-то помешали. Марат, я наливаю кипяток. Да. Ой. Ты смотри сколько, чтобы морковочку покрыла, да? Давай, нам еще морковку сюда грузить, поливай, все. Есть такое дело. 3,5, а то и 4 литра вот туда провалился. Сережка, еще, наверное, водички надо будет немножко. Договорились. А, теперь уже вот сюда в зирвак, не обжаренная, а чтоб она была уже... Да, но ты мешать это будешь еще. Да буду, елки-палки. Это вообще, я понимаю, что это мой любимый рецепт плова, потому что его можно мешать. Его даже нужно мешать. Да, Марат, сколько еще? Еще литр водички? 2? Литр полтора. Ребята, это красиво мешаешь, что аж ветер перестал Аж быть. сам задумался, да? Да нет, что тут думать, тут мешать надо. Я за ветер говорю, что даже ветер дает мне это красиво сделать. Маратик, многие подумают, что мы сегодня с тобой морковный суп готовим. Не, ребята, это ферганский плов. И вот такой богатейший зирвак. Что, чесноки пошли? Да, уже закладываем. Давай, суй. Ах ты что, чесноки с привоза вообще просто дополняют наш сегодняшний рецепт. Так, мы там и перец покупали, ты помнишь? Конечно. И помидоры покупали, но это мы сделаем салатиком к плову. Оставим свежие, мои сухие не будем туда пихать. Один сухой можно Пихать. просто. Тебе бы только пихать, Сережа. Катюша, когда речь идет про перец, то чего нет? Че бы не пихать, да? Ну так я всуну. Ну, всунь, посерединке. слышите, Марат? Всё. Потому что мой Отдыхаем перец самый главный. Что, отдыхаем? полчаса. Ложись спать. Это мы не накрываем, вот как есть, просто себе бухтит. Можно накрыть, так, чтобы даже немножко оставалось. Опять наша Потихонечку, крышка потихонечку. под гёзлеме. Опача. Вчера я мидии готовил, вот так ее делал, выпуклостью наверх, а сегодня впуклостью вниз. Нормально? Ну, той же выпуклости, только вниз, я тебе открою секрет. Как-то так. А Ну ладно. впуклостью наверх. Дочь учителя, что я могу поспорить только? Мы с тобой Ладно. абсолютно не литературно выразились. Да? Что ты, что я, да. Браво, Рависио. Садитесь двоим два. Катюня, Вставай опять. вставай 5 уже, потому что Влад заехал, короче. Алиночка, вы еще не знаете, мы таки для вас сделали сюрприз. Ну, чтобы ваши ручки не болели и ножки бегали точно так же, как работают ваши ручки. Смотри сюда. Влад заехал и привез. Это, я напоминаю, сюрприз. Вот такие воздушные, Марат. Да это- не, ты лимпай даже невозможно посмотреть. А что, понимаешь? если Ну, хочешь посмотри. посмотреть, короче, это к Владу вот туда идите. Ришельевская 40, номер телефона я сейчас у Влада узнаю. Ну так пошли узнаем. О, Влад сидит. А тебе что, стихи в голову лезут? Поздоровкайся, ты в прямом эфире. Ребята, привет! Рад вас всех видеть. Кому такие башмачки достанутся хорошие? Алина Маршал. Алина Маршал. Это ну, здорово. хозяйка шикарных фуриков в Одессе. Алина Маршал, я хочу тебе сказать, что будешь получать огромное удовольствие, носи с удовольствием, и тебе понравится. И еще захочешь. Приходи в гости, подберем тебе персонально. Рад тоже знакомству, рад, что тебе такая достанется прекрасная модель. Ну и заходите в гости. Ты пока- И заходите к Липовану в гости каждую субботу-воскресенье. Так все Нам будет очень нормально, вкусно. люди и так знают. Да. Ты пока ждешь вкуснятины, Алиночка должна у нас случиться, так что нет-нет, да еще и лично сам ей Отлично. померяешь. Хорошо, добро. А ты помнишь свой номер телефона? Да. А ну расскажи людям, чтобы не только мы знали. Ребята, Ришельевская 40, это если магазин, либо 067 749 84 69. Глэдбэкс, Ришельевская 40, либо Инстаграм, Телеграм, сайт. Так все нормально. Главное, что телефон есть, и кому надо, найдут. Потому что, ну хорошие ноги должны чувствовать себя великолепно. Я вот эти черные взял у тебя.
Я в них бегаю как ниндзя, понимаешь? Тут Катюшка не может меня в кадр поймать. Раз-два только в рынду кто-то дал, Так короче, у и нас вчера, опять нет у нас никого. вчера люди пришли в вашей обуви. Да, да, слава богу. Да, Ребята да. потихоньку. А я заходил к нему в магазин, как раз поздороваться, просто мимо проходил. А. Тоже от тебя там кто-то приходил. Ребята, и что? Пишите комментарии. Такие Липован не обманет. Вот век на лодке не кататься. Это обувь достойная, просто достойная обувь. Спасибо тебе, что ты есть. Ребята, носите с Так, давай, чтобы Алина не видела. Что? Тарарам-тарарам? Зирвак можем открывать? Да, минут 35 у нас побухтело. Ох ты шо! Слушай, смотри, как весь конденсат остается внутри. Когда впуклостью вовнутрь кидаешь. Марат, загляденье. Пробуем последний Сейчас раз. говорит. А ну попробуй. Что значит последний раз? Ну, Завершающий. Нет, именно зирвак перед подачей риса, потому что, что, отлично. шедевр. Сахара не надо? Нет. А вы это Какой положили? сахар? В плов, тю, ля-ля. Ягоды, изюм там. Сейчас будем. Сережка, доставай чесночок пока. Перчики доставай. Дай-ка я сюда прямо в шкварочке наши аккуратненько достану. Опача. Не горячо? Нет. Перчик я бы тебе не советовал пальцами. Марат, все нормальные перец пальцами достают. Ну-ну, вот тебе на. Главное потом после этого глаз себе Пальцы помыть. глаз себе не почесать. После перца. А, сколько ты кинул вот таких Вот еще красных? один желтый. Желтенький Давай, вот а ну еще. давай. Блесни. Один желтенький и все. Алия, оп, смотри. И никакого мошенничества. Так, Так. морковочка обратно на базу. Все, Маратик? Теперь можешь последний раз мешануть перед тем, как мы рис будем забрасывать. Где моя большая шумовка? Я пойду скажу, чтобы воду поставить. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну что, это не праздник? Это праздник живота, настроения, не знаю, всего чего угодно. Смотри, какая морковочка. Вообще не порушилась. Бедные люди, которые будут это смотреть. Ну, это у нас по-разному смотрят, а многие за едой смотрят, понимаешь? Чего ты? Ребята, вам приятного аппетита. Давай. Ай-уй. Наливай, доешь. Марат. Все. Теперь нам покажи мне огонь. Покажите мне огонь. Показываю тебе огонь. Нежный. Надо добавить еще немножко, потому что сейчас У меня есть, я тебе сейчас добавлю. риса холодного туда войдет, у нас температура упадет. Я так рис помыл, что он аж... Я думал, что я его отмыл. Не-не, он такой должен быть. Да? Да. И что, он уже не розовый? Он сейчас янтарно-розовый стал, наоборот, он был такой более красно-коричневый. А ну, ничего Марат, себе. расскажи, как отличить. А вот после того, как он промылся, вот смотрите, на каждой рисинке есть полосочка, я не знаю, видно? Вот она должна остаться. Конечно, видно, ты чего? Вот, это настоящая девзира. Если такой полосочки нет, это значит крашеный рис просто был. Такая Серьезно? подделка тоже существует. То вас ребята такие аккуратно натянули. Не, я мою, красноватая. Думаю, надо остановиться. Кирпичную пыльцу иногда тоже добавляем. Не, мы брали у проверенных людей, у хороших, которые еще и скидку сделали. Так, что? Изюм, барбарис. Чуть-чуть изюма мы дадим, чуть-чуть барбариса сначала снизу, потом сверху налить. Чисто для вкуса. Серега, давай барбарис. Я хорошую жменю. Шикардос, да? Все, пошел рис. Давай сюда на столик клади. Все-таки же мы недаром со столиком взяли. Как мы не стараемся, уже и казан большой купили, но все равно у нас не получается. Нет, все получается. Это в смысле. По-человечески, Этот да? казан 30-литровый, вот он под 4 килограмма риса, вот то, что надо. Да. Просто сегодня немножко больше мяса и по-богатому морковочки мы дали.
рис ни в коем случае этот не трамбовать. Вот как положили, работать с ним надо очень аккуратно. Ты сейчас все покажешь. Он впитывает, ребят, в 2 раза медленнее, чем лазер. 2 раза медленнее. Но он и увеличивается в весе почти в 1,5 раза больше, чем лазер. А давай я тогда что Давай, так вот жменьками своими тоже поучаствую. Все-таки вместе готовим? Да-да-да. Сейчас таки сделаем. Так, все рисинки драгоценные. Все в наш казан. Ох, какой я экономный парень. Смотри, ни одной не осталось. А не, вот одна. Вот если бы мы готовили лазер, я бы сказал, что воды добавлять не надо. Но так как у нас сегодня дивзира, она любит зирвак, она любит воду, нам надо будет добавить где-то, я думаю, около литра воды сюда. Но чуть позже, не сейчас. Ну сейчас ты будешь с ним танцевать. Сейчас я вообще его трогать минут 6 не буду. Вот так он вот пусть булькает. Ребята, мы добавили где-то литр, может чуть больше воды. Кто уже была? Да. А он на Зирваку. самом деле, слушай, Он очень сильно набирает. Сушняк медленно, но у сильно. него Ты посмотри, хороший. как он увеличился, ты видишь? Ага. Сейчас мы начинаем с ним потихонечку вот танцевать. Танцы с рисом. Вы вот так Ну мы же, получается, танцуем, грубо говоря, там нет-нет, до зирвак не трогаем, да? Ну вот то да, морковку уже- и мясо, уже да? только с рисом Чисто играем. верхний слой. Может тебе поменьше дать лопаточку? Ну, нормально. Нормально, удобно? Огонь пока большой, потом мы его уменьшим, когда влаги станет меньше. Но он кушает просто на глазах, съедает влагу. Маратик это дискотека, ты понял? Ага. Ига! Очаг работает правильно. Очаг вообще Получает работает просто со всех сторон, да, ребята, нет у него, как это, мертвого места, чтобы где бы он там не жарил. Все идет по кругу, со всех сторон. Одно большое, огромное удовольствие. Все, уходит жидкость. Потихонечку скоро будем накрывать. Ага. А время приготовления у этого риса чуть-чуть дольше? Дольше, да, он готовится дольше, но он уже, вот мы его сейчас сколько, минут, наверное, 15 мы его Танцуем с ним, да. танцуем, да. Поэтому еще минут 20 под крышкой, я думаю, ему будет достаточно. Вот он сейчас должен быть процентов на 70 готов. Да, так оно и есть. 20 минут после крышки Да. и все. Юху! Не, красиво. Очень. Все, Маратик, я дровишки лишние убрал. Да. Осталось буквально чуть-чуть. Минимальный огонь, ребят. Не получается у нас в очередной раз сделать горочку, потому что мы любим много. Возвращаем мы сюда наш чесночок. Слушай, столько было воды и всю выпил. Все выпил. Каждая рисинка, видишь, какая жирненькая в масле. Она такая набухла. Этот рис так любит, да. Вот так вот. Все, Сережка, накрывай. 20 минут. Я сейчас посмотрю.
Это он сел на головке чеснока? Ну все нормально, да? Да, 20... Минимальный огонь. А бушлат нужен? Если он накроется, то да, почему нет? Создаст еще дополнительно, видишь, вот он прижмет его немножко. Так, Марат уже ляган где-то раздобыл. Все там же. Что? это я принес. А, ты принес. Извини, я тебя не увидела. Все, мне срочно нужен другой оператор. Поменяй. Так, Маратик, есть? Может молчать уже в конце концов будет. Ветчиняй. Ветчиняю. Куда это убрать? Сюда пока на гриль. Не плотная, но я надеюсь, что у нас внутри все получилось. И ветер Ты даже медленно, чувствует. медленно, Сережка, медленно. Ты смотри, чтобы тебя паром не обожгло. Ага. То Подальше будет тебе стань. сейчас медленно. Будешь пищать, кричать. Ну что, Марат? Сейчас не знаю, сейчас посмотрим. На вид красиво. На запах А тоже. пахнет великолепно просто. Ой, ой, аромат. А ну-ка. Сыпучий? Смотри, как он. родной. Сыпучий случай. Что? Снимай. Кого? Морковки? Нет. Чеснок. Перчик. Да вы меня заблокировали, ладно, я так постою. Постою. Давай, Марат, буду помогать тебе. Ну ты всунул, так всунул. А! Ты же сказал, что перец рукой не грех доставать. Важно перемешать его. А ну-ка. Давай, гуляйся. Ты что, не выбрасывай, Мурка не переживет. А на мясо? А я понял, знаешь почему? Я лопатку поменял. Я ему маленькую дал легче. А, А рука-то помнит? он не рассчитывал, И да? шо? Смотри, какой сочный. Отлично. Отличный, говорит Марат. Ёлки-палки. Вот это наварили, так наварили. Маратик, ты делаете последние штрихи, предлагаю долго не баловаться. Мы, как всегда, попробуем Просто потом. надо хорошо помешать. А там уже люди у нас уже в очереди стоят. Стоят, да? Да, Вы да. можете уже всем сказать приятного аппетита Нет, и Катюшка, начать ладно. работать. Давай, как-то Давай. послушай женщину и сделай наоборот. Мы такие на ляган, попробуем. или- Мы или такие сразу попробуем. порции будут? Нет, давай сюда на ляган, как всегда. Это Сыпай куда? аккуратно. Это кому? Гостям нашим. Там даже тарелки еще не подали. Хороший. О, шикардос. Дай пару кусочков мяса, короче. Маратик, Есть тут все. давай. Мясо вот так по краям. Я вас сегодня научу плов руками есть. Правда? Только пусть оценит чуть-чуть. Да. Все, шикардос. Все, Маратка, все. Украшай. А теперь Еще жрет. возвращаем. Так, Живет конечно, еще? живет. И что, красиво я украшаю? Шикарно. Вообще супер. Что? Спасибо. Ну как есть. Оператор оценила. Ты не знаешь, что тебе делать? Такая, да я знаю, просто очередь такая стоит. Слышишь, давай попробуем ну, его баню. А где? Вилки надо. Или, руками ты говорил есть? Не, ну горячий такой не сможет. Не, давай, ты сказал, давай есть руками. Ну вот так вот он. Не сможет. Давай, я пока учусь вилкой, а ты... так. Не торопись на его баню. На, тебе по-братски, ты первый пробуй. И что? И что? Как пальцы? Кусочек мяса. Барабанная дробь? Все традиции ферганские соблюли? Да, есть вот этот специфический вкус дивзиры. Этот рис Мы имеет его- вкус, в отличие от белого. У него специфический вкус очень. Кому-то, кстати, не нравится, но мне очень нравится. Вот попробуй. На, тебе мою вилку. Очень вкусно. Так я и О, попробую. пионы принес. Подожди. Кто? О, ё-моё, салют. Сейчас. Серега. Иди за пионы рассчитывайся. У меня сейчас пионы во рту. Ребята, в баню. плов получился шикарный. Твои пионы? У нас очень много клиентов, которые его ждут, поэтому давай прощайся с людьми.
Не прощайся, а говори до свидания. Ребята, от всей души, Фурика Каталина Маршал для вас готовили ферганский плов. Марат, Липован и снимал оператор. Всем пока-пока. Чао.